Вы уверены, что ищете истину. А что, если она уже внутри вас, не как знание, а как сама ткань вашего бытия, просто засыпана тоннами чужих слов, логических конструкций и готовых ответов? Эта пыль чужих мнений скрывает от вас не факт, а вас самих, ваше высшее «Я». Представьте, вы годами собираете мозаику, следуя чужой схеме. А когда, наконец, складываете последний фрагмент, понимаете, что это не ваша картина. Она красива, глубока, но чужая. И самое главное, тот, кто ее собирал, этот вы, состоящий из ожиданий и заимствованных программ, тоже оказался частью схемы. Где же тогда настоящий вы? Где наблюдатель, который смог это осознать? Что, если истина — не конечный пункт, а бесконечное путешествие вашей сути к самой себе? Не твердыня, которую можно завоевать, а океан вашего собственного сознания, в котором нужно научиться плавать, доверившись его течению. Этот ролик не ответ. Это зеркало для того, кто смотрит из глубины. Взгляните в него, и, возможно, вы увидите то, что знали всегда на уровне своей сути. Но ум боялся осознать. Если тебя тянет отменить просмотр, это нормально. Так ум защищается от правды. Нет, не переживай. Это видео не для всех. Оно слишком тихое для тех, кто ищет движение, но не смысл. Если ты пришел за развлечением, уходи. Там, за порогом тишины, мир все еще блистает и кричит. Но если остался, значит, в тебе есть тот, кто готов услышать. Сейчас начинается испытание. Здесь не будет вспышек и эффектов. Здесь все слишком реально, чтобы быть красивым. Это не видео для глаз. Это зеркало для тех, кто решится смотреть глубже. Те, кто досмотрит до конца, не просто зрители. Они — свидетели истины. Вы замечали, что чем больше читаете, тем больше вопросов остается. Чем глубже погружаетесь в философию, религию, науку, тем яснее понимаете, истину не найти в чужих словах. Она как солнце, ее можно описать в миллионе трактатов, но чтобы ощутить ее тепло, нужно выйти из библиотеки и подставить лицо свету. Этот свет — ваше собственное осознанное присутствие. С вами Ашраэлин. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Мы привыкли думать, что мудрость — это толстые книги, цитаты великих учителей, священные тексты. Мы впитываем чужие мысли, как губки, надеясь, что однажды наполнимся истиной до краев. Но при этом забываем спросить, а кто этот «я», который наполняется? Пока вы отождествляете себя с умом, собирающим знания, вы лишь украшаете комнату своего эго, тогда как ключ от двери наружу лежит в тишине за ее пределами. Но представьте, вы читаете сотни описаний меда. Вы можете выучить наизусть его цвет, консистенцию, состав. Но пока не лизнете его сами, все это лишь слова. Так и с истиной. Все священные тексты мира — лишь меню. И они бессильны, если вы не откусите настоящий плод прямого переживания, переживания своей божественной природы. Ваше сознание — не сосуд, который нужно наполнить. Это бездонный океан, где истина уже есть. Она не только в вашем опыте, но и в самом источнике этого опыта, в том, кто осознает. Она в ваших вопросах, ибо сам вопрос рождается из глубинного знания, что ответ существует. Она в ваших сомнениях, ибо сомневается ум. Но сама способность сомневаться свидетельствует о существовании некого неизменного наблюдателя, высшего «Я», которое и есть чистое знание. Когда Будда сказал «будь светильником самому себе», он не шутил. Он указывал на источник света внутри вас, на вашу суть.
Ни один учитель, ни одна книга не дадут вам вашу правду. Они могут лишь указать направление взгляда, указать внутрь. Истина проявляется в мгновениях тишины, когда стихает внутренний диалог. И остается только чистое осознавание «Я есмь». Это и есть встреча с собой. Вы уже знаете больше, чем думаете. Ваша суть знает все. Просто ум еще не осознал этого. Ум — верный слуга, но горестный хозяин. Он загораживает вам вид на самого себя. Истина не где-то там. Она уже в вас. Остается только заметить. Но путь постижения истины бесконечен, как бесконечен Творец. Потому что познавать себя — это вечный процесс творения. Истина не точка. Не финальный ответ, который можно выучить и успокоиться. Она как дыхание. Вы не можете поймать его раз и навсегда. Вы можете только чувствовать его снова и снова, возвращаясь в настоящий момент, где и обитает ваше высшее «Я». Чем больше вы познаете, тем больше понимаете, как безгранична ваша сущность. И это не повод для отчаяния, а радость. Потому что путь к себе и есть единственная цель, придающая смысл всем остальным дорогам. В жизни каждого человека наступает период, когда он уверен, что наконец-то познал истину. Период уверенности в достижении окончательной истины – это как крепкий мост через реку. Кажется, можно остановиться, построить дом и жить спокойно. Но жизнь – не стоячая вода. Рано или поздно приходит волна сомнений. И ты понимаешь, этот мост ведет только до середины. Нужно строить новый. Каждый такой мост – это новое, более глубокое отождествление с вашим высшим «Я», которое всегда больше, чем любая ваша о нем концепция. Лестница к истине не имеет последней ступени. Вчерашняя истина – сегодняшнее заблуждение. Истина не статична, она раскрывается вместе с нашим собственным ростом. Как писал Герман Гессе в Сиддхартхе, знание можно передать, но мудрость нет. Мудрость – это прожитое, прочувствованное знание, которое становится частью вашей сути. Ее можно обрести только изнутри. Вы когда-нибудь поднимались в гору, думая, что вот она, вершина? Вы достигаете ее, и сердце ликует: «Я нашел истину». Но оказывается, это был лишь холмик перед настоящей горой. А за ней следующее. И еще. И так, до бесконечности. Каждая вершина – это не покорение внешней высоты, а открытие новой глубины внутри себя. Так устроено наше познание. Иллюзия внешнего мира, как туман в горах. Только вам кажется, что вы разглядели очертания истины. Как ветер перемен снова меняет картину. Этот бесконечный путь перемен – не враг, а верный спутник вашей эволюции. Он шепчет: «Ты снова готов расти, твоя суть жаждет нового выражения». Абсолютная истина похожа на горизонт. Чем ближе к нему подходишь, тем дальше он отодвигается. Но это не значит, что идти не стоит. Каждый шаг приближает к пониманию, даже если конечная точка недостижима. Ведь совершенство – это не пункт назначения, а способ путешествия. Это качество присутствия, с которым вы идете, осознавая себя путем и путником одновременно. Вообразите маленького мальчика, рисующего солнце. Оно у него квадратное, с усами и в шляпе. Учитель говорит: «Так не бывает». Но ребенок упрямо твердит: «Это мое солнце». Через годы он научится рисовать, так скажем, правильно. Но разве это настоящее солнце? Нет, просто менее кривое зеркало. Так и мы. Сначала верим, что мир такой,
плоский, жестокий, случайный, и отождествляем себя с телом. Потом находим новую правду, и кажется, вот оно. Мы – ум, мы – душа. А потом снова понимаем, нет, это тоже отражение. Мы есть тот, кто наблюдает и за телом, и за умом, и за душой. Но с каждым шагом зеркало становится чуть чище, а наше отождествление смещается от личности к сути. А теперь самое важное. Следуя бесконечным путем поиска истины, нужно помнить, что истина не во внешнем, она внутри. Все внешние поиски – это в конечном счете поиски себя в зеркалах мира. Вспомните Алису в «Стране чудес». Девочка падает в кроличью нору и попадает в мир, где все перевернуто с ног на голову. Но чем больше она пытается понять его логику, тем больше запутывается. Лишь в конце она осознает: это все мне снится, и просыпается. Просыпается в своем настоящем «я». Так и мы. Чем упорнее ищем ответы снаружи, тем дальше уходим от них. Потому что истина не во внешних формулах, а в глубине сознания. В том, кто является сновидцем этой реальности. Как сказал Лао Цзы, «Знающий не говорит, говорящий не знает». Ибо тот, кто действительно познал свою суть, знает, что она невыразима. Но забавный парадокс заключается в том, что чтобы найти настоящий мир, нужно не бежать от иллюзии внешнего мира, а научиться видеть сквозь нее, как сквозь полупрозрачную занавеску, за которой угадываются очертания подлинной реальности. Ведь иллюзия – часть великого замысла, учебное пособие для нашей души. Мы все ученики в удивительной школе, где каждый урок – шаг к узнаванию себя настоящего. Внешний мир – это тренажерный зал для пробуждения сознания. Однажды мудрецу приснилось, что он поднимается по бесконечной лестнице. Чем выше, тем легче шагать, но тем меньше он понимает. Проснувшись, он заплакал. Я думал, что иду к истине, а она во мне с самого начала. Но важно то, что без этого пути он никогда бы этого не узнал. Путь был нужен, чтобы сжечь иллюзии и очистить взор. Как же прикоснуться к истине внутри? Как услышать голос своего высшего «я»? Ученые из Йеля провели эксперимент. Людям показывали 2 двери. За первой – деньги. За второй – змея. Сознание ум выбирало дверь с деньгами. Тело измеряли пульс, зрачки, знало, где опасность. Так и дух. Разум верит в то, что 2 × 2 – 4. А наша суть, наше высшее «я», знает, что за пределами двойственности иногда 5. Оно знает то, что необъяснимо для логики. Один старый дзен-мастер сказал: «Когда решаешь задачу, ты глух. Когда забываешь о ней, ответ приходит сам. Ответ приходит из тишины, из того пространства внутри, где обитает ваша истинная природа». Хотите проверить? Попробуйте прямо сейчас. Закройте глаза. Почувствуйте, как вы, не ваше тело, не ваши мысли, не ваши роли, а тот, кто все это наблюдает. Тот безмолвный свидетель. Вот она, дверь в настоящую реальность, в ваше высшее «я». Истина не где-то там. Она в тишине между мыслями. В моменте, когда умолкает внутренний диалог и остается только бытие. В том внезапном «ага», которое приходит без слов из самой сердцевины вашего существа. Мир – зеркало. Но чтобы увидеть в нем правду, нужно сначала очистить взгляд. Очистить его от суждений, от страхов, от отождествлений. Увидеть мир таким, какой он есть, это и значит увидеть таким свое отражение в нем. Как сказал Лао Цзы, «Тот, кто знает других, умен. Тот, кто знает себя, мудр». Может, пора наконец увидеть то, о чем так долго говорили все мистики.
Сначала замолчите, хотя бы на 5 минут. Позвольте уму отдохнуть. Потом из самой глубины этого покоя спросите: кто я? Что по-настоящему правильно? А теперь просто будьте. Без ожиданий. Первое, что всплывет из бездны безмолвия, не мысль, а чувство, знание. Это и есть голос вашего духа, прикосновение вашей сути. Мы, как реки. Снаружи пена, волны, мусор — это наш ум, наша личность. Внутри холодное, чистое, безмятежное течение — это наше высшее «Я», наш дух. Истина не там, куда мы плывем. Она — само течение. Она — это вы за пределами формы. Не в книгах, не в чужих словах. Она в тишине между мыслями. В мгновении, когда зеркало становится окном, актер — зрителем, вопрос — ответом, а искатель — найденным. Но сказать это значит солгать. Потому что истину нельзя передать. Ее можно только пережить, став ею. Вы — сновидение Бога, выражение Абсолюта в форме. Но кто тогда Бог? Ваше сновидение о Нем — это лишь отблеск Его сновидения о вас. А на самом деле вы — одно целое. Единое сознание, играющее в прятки с самим собой. Пора найтись. До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.